Всем привет! Сегодня мы выполним 15-минутный комплекс для спины. Такой комплекс можно использовать в качестве разминки, либо если выполнять не менее одного раза в день, он также может помочь при болях в спине. Повторяйте вместе со мной. Итак, начнем. Первое упражнение – кошка. Располагаем кисти под плечами, колени на ширине плеч под тазом. На вдох мы начинаем округлять спину наверх, начиная с поясничного отдела. На выдох мы плавно возвращаем позвоночник в исходное положение. Также с поясничного отдела, затем грудной, затем шейный. Амплитуда должна быть комфортная. Если в какой-то момент вы почувствовали боль, то доходим до ощущения боли и возвращаемся в исходное положение, не увеличивая дальше амплитуду. Данное упражнение мы повторяем либо 30 повторений, либо в течение 3 минут. Не пытайтесь сразу сделать полную амплитуду. Можно начать с той, которая будет вам комфортна, и затем постепенно увеличивайте ее с каждым повторением. Вдох, поднимаемся вверх, на выдох опускаемся, расслабляем спину. Не запрокидывайте голову. Шея, голова, продолжение позвоночника. Выполняйте движение медленно, подконтрольно, без резких движений. Можно представить, что внутри вас надувается большой шар. На выдохе вы его сдуваете и подсобираете ребра. На вдох снова раскрываете ребра и надуваете внутри себя воздушный шар. На вдох мы начинаем округлять спину наверх, начиная с поясничного отдела. На выдох мы плавно возвращаем позвоночник в исходное положение. Также с поясничного отдела. И закончили. Переходим к следующему упражнению. Упражнение называется разгибание по Маккензи. Ложимся на живот, ставим руки перед собой. Наша задача расслабить ноги, расслабить поясницу и делать прогибы только за счет силы рук. Мы начинаем толкать руками пол и выталкивать корпус наверх. И также плавно опускаемся вниз. Делаем 15 повторений в комфортной амплитуде. Если в какой-то момент вы чувствуете боль, то доходим до точки боли и возвращаемся в исходное положение. Здесь очень важно не напрягать ноги, не помогать себе ягодицами, не помогать поясницей, а делать это упражнение только за счет силы рук. Если в такой амплитуде вам становится просто, можно поставить руки чуть ближе и попробовать сделать прогибы в такой амплитуде.
Старайтесь, чтобы таз оставался лежать на полу. Сильно мы его не отрываем от пола. Голову мы держим ровно, голова продолжение позвоночника. Не закидывайте голову наверх, а тянитесь макушкой в потолок. Также ошибкой будет чрезмерный подъем плеч. Плечи мы стараемся фиксировать в нижнем положении, к ушам их не тянем. Отлично, здесь мы закончили и переворачиваемся на бок. Сгибаем ноги в коленях, нижней рукой фиксируем ноги, рука, которая сверху, уходит вперед. Теперь на вдох мы открываем руку и стараемся коснуться пола с другой стороны. На выдох возвращаемся в исходное положение. Плавно, медленно уводим назад, возвращаемся обратно. Повторяем 15 раз в комфортной амплитуде. Боли возникать не должно. В этом упражнении хорошо, если вы будете следить за кистью, сопровождать ее взглядом. Если движение комфортное, можно увеличить амплитуду, немного потянувшись за рукой вперед и назад. С каждым поворотом вы будете чувствовать, что вы все больше и больше уходите назад. И уже можете коснуться плечом, например, если вы с самого начала этого не могли сделать. Ноги лежат зафиксированы, колено от колена не отрывается, рукой мы придерживаем. На вдох раскрываем грудную клетку, на выдох собираем ребра и закрываем. Отлично, переворачиваемся на другую сторону. Ноги согнуты. Ручкой придерживаем и начинаем с маленькой комфортной амплитуды на вдох поворачиваться назад. Повторите хотя бы первые 5 раз в комфортной амплитуде. Затем можно вытянуть руку уже чуть дальше и попробовать чуть в большей амплитуде сделать движение. Напоминаю, что ни в каком движении не должно возникать боли. Движения должны быть комфортные и мягкие. Рука фиксирует ноги. Движения в них не должно быть. Повторяем 15 раз. Попробуйте коснуться лопаткой активной руки до пола. Взглядом сопровождаем кисть. Закончили. И переходим к следующему упражнению. Переворачиваемся снова на живот. Ноги расслаблены. Ставим руки перед собой и делаем 10 прогибов назад в той амплитуде, в которой у вас полностью будут разгибаться локти. Если вы чувствуете, что вам стало легко, руки переставьте чуть ближе к плечам. И также попробуйте полностью разогнуть локти,
и при этом не сильно отрывать таз от пола. Ногами, ягодицами и поясницей мы не помогаем в этом движении. Разгибание производим только за счет рук. Каждый раз можете увеличивать сложность, переставляя руки все ближе и ближе к себе. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Переворачиваемся на спину. Разведите руки в сторону. Пяткой упритесь в колено. И начните скручиваться сначала в одну сторону, затем в другую. Не пытайтесь сразу достать коленом до пола. Вначале сделайте движение в комфортной амплитуде. 20 повторений. При недостаточной мобильности в грудном отделе возможно, что плечо будет отрываться во время поворота. Это считается нормальным. Дополнительно это движение вы можете сопровождать поворотом головы в противоположную сторону. Движение делаем плавно, без резких движений, а также никакой боли быть не должно. Если во время упражнения вы почувствовали тошноту, то вы можете это движение не сопровождать поворотами головы, держать голову ровно. Затем меняем ногу и повторяем еще раз на эту сторону 20 раз. Сначала делаем движение без участия головы в комфортной амплитуде. Стараемся не отрывать плечи, лопатки от пола. Если чувствуете болевые ощущения, то сокращайте амплитуду до комфортной и безболезненной. Затем мы добавляем голову и начинаем совершать поворот в противоположную сторону от ноги. Это упражнение также повторяем на 20 повторений. Не пытайтесь сразу достать коленом до пола. Со временем эта амплитуда придет сама. В норме, если есть какие-то прощелкивания в позвоночнике безболезненные, стараемся не отрывать плечи от пола. Но если они отрываются, тоже ничего страшного. Со временем амплитуда будет больше.
Хорошо. И последнее упражнение. Мы ставим ноги параллельно друг другу и будем делать скручивание сразу на обе ноги. Руки у нас также лежат в сторону. Начинаем опускать колени вначале в одну сторону, затем в другую. Если ваши колени не касаются пола, ничего страшного, амплитуда со временем придет. На данный момент делайте в комфортной для вас амплитуде. Стопы не отрываются от пола, мы на них прокатываемся из стороны в сторону. В этом упражнении мы также можем сопровождать движение головой и делать повороты в противоположную сторону. Плечи, лопатки лежат на полу. Стараемся их не отрывать от пола. Если во время упражнения вы почувствовали тошноту, то вы можете это движение не сопровождать поворотами головы, держать голову ровно. Закончили. Данный комплекс хорошо подойдет для разминки. И я повторюсь, если вас беспокоит боли в спине, используйте данный комплекс не менее 1 раза в сутки, и болевые ощущения в спине снизятся.